Добрый день, друзья! Недавно я вам рассказывала о том, какие у меня детки выросли на пеньках, на орхидеях с одним листиком. Вот эту орхидею я вам неделю назад показывала. И у нее был такая маленькая начала прорастать почка. Я говорила, или это цветонос, или это детка. Конечно, я очень хочу от этого красивого цветка детка. Это бабочка каменная роза. Но я ее так называю, она действительно похожа. Ссылочку на это видео я оставлю, как всегда, свою подсказку в правом верхнем углу экрана и под видео. Там была фотография этой орхидеи. И буквально не прошло недели, я теперь точно знаю, что это детка. Вот показался листик. И теперь я жду, когда эта детка станет. Это очень долгий процесс, пока она станет взрослым растением. Но все-таки есть возможность получить опять взрослое растение, эту бабочку. Долго ли это происходит? Долго. Есть такие вопросы, спрашивают, а месяц это 2-3, да это может быть год и полтора, для того, чтобы вот такой крохотный маленький росточек превратился в хорошую орхидею. В природе, когда или орхидея начинает погибать, у нее вырастают детки, или у нее на цветоносах детки появляются. Вот такая детка в природе растет до цветения от 3 до 5 лет. Поэтому процесс это очень долгий. Отделять от мамы я ее не буду, пока она не нарастит хорошие корни и не прорастет в горшок корнями. Тогда я отделю маму, оставлю детку. Но процесс очень долгий и длительный, поэтому мы за ней понаблюдаем. Этот листик очень хороший у мамы. Я думаю, что детка заберет все ей нужное из этого листика обязательно. Корней нет пока на этой детке, но вы знаете, у нее такое крупное хорошее основание, что я думаю, через месяц или два корешки пойдут. И эту орхидею, вот такой пенек, я теперь буду поливать обязательно с удобрениями. Ну, почему ж не поудобрять маму, чтобы у детки появились корни. Удобрение будет равноценное: 18 азота, 18 калия, 18 фосфора. 17, 18, 16, ну какой у меня будет в наличии на момент полива. И, как всегда, через полив. Один раз поливаю чистой водой, один раз с удобрениями. Ну, вот такая радость. И 4 месяца назад мы с вами начали эксперимент. Ну, можно это назвать экспериментом, можно это, я их чаще называю растения забавы, потому что если из такого пенька можно получить детку с большой уверенностью, то вот из такого кусочка цветоноса, да, можно, но, во-первых, это значительно сложнее, чем получить от пенька, и такие орхидеи, даже если рождается детка, то мала вероятность ее выпуска корней и вообще дорастить ее до состояния взрослой орхидеи. Это может занять не 3 года, это может занять 5 лет. Но палочка за 5 лет, вот эта вот палочка, этот цветоносик, он может усохнуть. А детка так и не дать корней. И вы многие пишете, что вот и вроде детка, и вроде 4 листика, корешков не дает. А, к сожалению, такие цветоносики подкормить нельзя. От слова невозможно, потому что если подкормить такой цветоносик, он может начать усыхать, может начать гнить. Они-то, когда мы ставим с вами вот в такой мох и в небольшое количество воды, даже может просто цветонос высохнуть. Но вот у меня один цветонос высох, один я заменила каким-то, и 3 из этих цветоносов дали что-то. Сейчас расскажу, что. Давайте откроем. Я не часто, а точнее сказать, всего за 4 месяца подливала туда
водичку, буквально на полсантиметра. И, естественно, открываю я не чаще, а уж цветоносы вообще не трогаю. Стараюсь поставить в самое теплое и в самое светлое место. Тогда они, что-то из почек пробуждают. Но вот на 3 цветоносах 2 цветоноса пробудили почки. И это новые цветоносы. Вот один большой, специально не обрезала, его давно нужно было отрезать. Потому что если выпустила такая веточка цветонос, детку она не даст никогда. И вот еще один, давайте возьму указочку. И вот еще одна веточка, на которой тоже будет расти цветонос. Вот эти цветоносы, вот этот и этот, мы сейчас с вами удалим. И посмотрите, какая разница. Вот он, цветонос начинает расти, а вот начинает расти детка. Разница в самих почках. Там, где будет детка, почка такая большая, круглая, остренькая, раздваивается. Значит, там пойдут листочки. Вот она. Вот сейчас наведем покрупнее, чтобы было понятно. Но основание, видите, какое толстое у нее основание. Большое такое круглое. Вот это будет детка. А вот это тоненький из-под почечки пошел. Это цветоносик. Вот они примерно в одно и то же время начали расти. Вот их отличие. Придется доставать из колбы, что я очень не люблю делать, и показать вам поближе. Вот цветонос. Но цветов не будет. Конечно, вы можете поэкспериментировать, порастить его. Он вырастает примерно 10-15 сантиметров. И если вдруг он даже начнет формировать бутон, но у меня ни разу так не получилось, чтобы даже формировал бутон. Я экспериментировала, оставляла цветонос, он засыхает потом. Поэтому его нужно или отрезать, или просто выломать вместе с почкой. И есть вероятность, что из этих 2 почек еще что-то появится. Давайте я его, наверное, обрежу, он уже. Обрезаем этот цветонос и, конечно, обрабатываем место среза. Я обрабатываю перекисью водорода. И ради эксперимента помещаем опять этот цветоносик на место. Там, где он у нас и был. Ох, не взяла пинцет. Сейчас уберу. Вот он тоже цветоносик. Маленький. Но это цветонос. Здесь все проще. Здесь я его могу, он мягкий еще. Здесь я его могу просто выломать и тоже обработать. Может пробудиться нижняя почка, может быть верхняя. Может быть ни одна не пробудится почка. Все может быть. Этот доставать я не буду. Это действительно растет детка. Поэтому пусть дальше продолжает расти. В прошлом году мы тоже отрезали цветоносы, ставили для получения детки. Одна детка получилась. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Там, по-моему, даже плейлист есть об этой детке. Но когда я в прошлом году уехала в отпуск, это, наверное, случайность, брызнули не так, детка моментально сгнила. Поэтому в этом году не будем ни отрезать детку, не трогать ее. Вот пусть как она стоит в этой колбочке, так и стоит. Понаблюдаем. Опять закрываю той же самой пленочкой. Можно той же самой, можно новую пленочку сделать. Пленочка сверху с дырочками, чтобы туда проходил обязательно воздух, было какое-то проветривание. И пусть эта детка у нас
растет, будем за ней наблюдать. У кого-то действительно получается, у кого-то никогда не получается, может быть, условия в квартире не те. Но такие детки, как я уже сказала, должны расти в очень теплом месте. Потому что и на пеньках, и на цветоносах детки получаются и в теплое время года, и когда температура воздуха в квартире примерно 27-30 градусов. Им комфортно расти деткам в такой температуре. Но здесь мы делаем еще специально большую влажность, потому что здесь ни корней, ничего нет. А здесь, теперь мы будем просто поливать маму. Вот такие у нас интересные результаты получаются. Будем дальше наблюдать за орхидеями и за нашими цветоносами. Что у нас из этого получится? Если вам интересно узнать продолжение и об орхидеях, и о цветоносах, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам обязательно будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!